Часть третья. Они с нами в гостинице на одном этаже пару дней жили, напомнил Шибанов. Я с их штурманом и разговорился. Он и сказал, что садились в первый раз, чуть самолет не угробили. Полоса там короткая. Я на всякий случай у него данные взял. Мало ли, для вынужденной сойдет. Месяц назад, говоришь, садились? Задумчиво произнес Сергей. За такое время в Конго может дважды власть поменяться. А в этой глуши ее наверняка никогда и не было. После окончания погрузки Сергей сдал самолет под охрану караула ООН, и они отправились отдыхать. Для перелета в аэропорту Мбужи-Маи была гостиница. Сергею достался двухместный номер за $15 в сутки, который, по своему обыкновению, он занял с Изотовым. Едва обустроившись в похожей на пенал комнате с единственным окном и двумя кроватями, он достал спутниковый телефон и набрал номер Зыбы. «Недостаточно средств на вашем счете», — по-английски произнес автоответчик оператора. «Тьфу!» — Сергей зло выругался. «Ты чего? Выкладывай в небольшой холодильник купленные по дороге бананы и хлеб», — спросил Изотов. Шеф связь не оплатил. Сергей сел в плетеное из тростника кресло. «Не нравится мне это. Думаешь, специально?» — догадался Изотов. «Уверен», — подтвердил Сергей. «Раньше никогда такого не было. Очень не нравится мне этот рейс. Что будешь делать?» — спросил Изотов и щелчком шип со стола здоровенного таракана. «Надо попытаться через интернет связаться», — пожал плечами Сергей. Матвей увидел вышедшую из подземного перехода Марту и выехал со стоянки. Девушка дождалась, когда загорится зеленый свет, и, перебежав дорогу, направилась к машине. Темно-зеленое осеннее пальто облегало ее стройную фигуру. Черные с отливом волосы трепал встречный ветерок. «Может, жениться?» — вяло подумал Кораблев, глядя на Марту. Неожиданно перед глазами возникла Ирина. С ней он расстался год назад. Бывшая супруга жила вместе с сыном и новым спутником жизни у матери. Дверца распахнулась, и вместе с весной в салон ворвалась Марта, сметя собой все грустные мысли о прошлом Матвея. «И все же я бы на твоем месте отказалась». Девушка щелкнула ремнем безопасности. «Ведь это унизительно. Тебя хотят использовать в качестве обыкновенного домушника». Сначала я тоже так подумал. Матвей повернул ключ в замке зажигания. Но Лопатин показал мне расписку, в которой жена гарантирует возврат акций сразу, как только спорное имущество отойдет к ней. Думаю, нужно помочь человеку. Чего мне стоит? Тем более деньги сейчас как раз кстати. Ой, не знаю, покачала головой Марта. Меня и сумма смущает. За то, чтобы пройти в пустой дом и взять документы, такие деньги. И не жалко же. Его в этом поселке все знают. Попытался объяснить причину такой щедрости Матвей. Поэтому он и обратился к человеку со стороны. Он включил сигнал левого поворота и тронул машину с места. Двое суток Марта занималась сбором материалов о заказчике и его семействе. Она перелопатила большое количество информации в интернете, проникла в базу данных налоговой инспекции, а сегодня посетила офис Лопатина. «Ты не уклоняйся от темы». Матвей посмотрел на Марту. «Расскажи лучше, что удалось узнать». Лопатин Иннокентий Петрович действительно является учредителем и директором в одном лице ООО «Эйрвекта», глядя на дорогу, задумчиво заговорила Марта. Компания на рынке 7 лет. Без особых потрясений пережила кризис. Основной вид деятельности – грузопассажирские авиаперевозки, аренда самолетов. Ориентирована на страны Африки и Латинской Америки. Сам Лопатин окончил Ростовский политехнический институт. «Странно», — проговорил Матвей. «А родом он откуда?» «Оттуда же». Девушка перевела на него взгляд. «А что? Это не шоу-бизнес и уж тем более не модельный, когда самородки из провинции находят свою нишу в Москве. Ты говоришь, зарегистрировался 7 лет назад. Рынок уже был поделен. К тому же он не специалист. И откуда такие деньги?» «Я поняла, что тебя смутило», — Марта улыбнулась. В том-то и дело, что в столице он закрепился не без помощи своего друга Зыбина Григория Емельяновича. Более того, весь начальный капитал принадлежит этому человеку. Зыбин коренной москвич, в 90-х отсидел 5 лет за разбой участия в ОПГ. Вот у него за плечами авиационный институт,
и 2 года работы инженером в Домодедово. Теперь что-то начинает проясняться, задумчиво проговорил Матвей. Де юре бизнес принадлежит Лопатину, де-факто этому Зыбину. Тогда действительно он в щекотливом положении. Как раз здесь для меня многое не ясно, сокнула языком Марта. Тогда почему контрольный пакет оказался у Лопатина? Просто он очень сильно зависит от своего дружка Зыбина, пожал плечами Матвей. И тот уверен, что он его не кинет. Ты веришь в дружбу? Неожиданно спросила Марта. Между ними, уточнил Матвей. Не знаю. Он пожал плечами. Но ясно одно, ничего криминального в его предложении нет. Скорее всего, жена стерва таким образом хочет нагадить напоследок своему благодетелю. Что ты решил? Марта замерла в ожидании ответа. Ты веришь в мужскую солидарность, значит, согласишься. Разочарованно произнесла она. Надо поддерживать себя в форме, подтвердил Кораблев предположение девушки. Интересно, что ты имеешь в виду, когда так говоришь? Расстроенно спросила Марта. Неужели действительно? Она не договорила, но Матвею стало ясно, о чем она подумала. Я же говорю тебе, никогда с криминалом никаких дел не имел. Он устало вдохнул. И уж тем более не был домушником. Марта не оставляла попыток узнать о нем больше, чем надо. Она была уверена, Матвей не тот, за кого себя выдает. Причины сомневаться у нее были. Она попыталась навести о нем справки, однако, к своему удивлению, обнаружила, что даже его личный автомобиль зарегистрирован на постороннего человека. Немудрено, до встречи с ней Матвей служил в особом подразделении ГРУ, которое умеет хранить секреты. Ведь люди его категории и после своего увольнения представляют огромный интерес для иностранных разведок, террористических организаций и криминальных структур страны. На следующий день в полдень Матвей остановил свою машину на краю небольшой рощи, сразу за которой начинался коттеджный поселок Ручи. Заглушив двигатель, он взял из зажима сотовый телефон и набрал номер Марты, которая должна была контролировать жену Иннокентия Петровича в Москве. Женщина имела небольшой салон красоты и целыми днями пропадала там. «Слушаю тебя», — проворковал голос в трубке. «Как наши дела?» «Клиент в салоне». «Понятно». Матвей посмотрел на часы. «Пожелай мне удачи. Будь осторожен». Со слов Лопатина, сегодня теща, которая проживала вместе с его бывшей женой, прихватив внука, уехала в Химки к подруге, у которой день рождения. Горничную отпустили, а садовник приходит 2 раза в неделю, и сегодня его точно не будет. Дом Лопатиной впечатлял. 4-этажное строение в стиле барокко, украшенное по углам 4 флигелями со остроконечными черепичными крышами, располагалось среди сосен и елей. Окруженное по периметру высоким кирпичным забором с зубцами, оно казалось неприступным. Но у Матвея был дубликат ключа от небольшой калитки, которой пользовалась прислуга. Во двор он проник без труда. Сразу бросалось в глаза, что хозяева не скупились на ландшафтного дизайнера. Небольшие фонтанчики, беседка с мостиком через искусственный пруд, выложенные керамической плиткой дорожки гармонично вписывались в естественный пейзаж. Под козырьком над желобом Матвей разглядел видеокамеру. Несмотря на заверение Лопатина в том, что система не работает, он все же ощутил холодок тревоги. Неожиданно появилось странное предчувствие того, что он здесь не один. Матвей направился дальше. Входные двери открылись без труда. Оказавшись в фойе, он огляделся и двинулся вверх по лестнице, насчитав по пути еще несколько камер видеонаблюдения. Бывший кабинет Лопатина представлял собой просторное помещение с высокими потолками. Матвей подошел к столу и открыл дверцу правой тумбы. Так и есть, здесь оказался сейф. Он вставил в замочную скважину ключ, набрал шифр и повернул его. Дверца открылась. На верхней полке лежала красная папка. Матвей взял ее и выпрямился. Убедившись, что в папке акции, он сунул ее в специально прихваченный пакет, забросил туда же пачку долларов, лежащую рядом. По условию эти 3000, его гонорар. Прежде чем покинуть кабинет, Матвей снова запер сейф и закрыл стол. Дом он покинул также спокойно. Странно, почему в таком случае Лопатин сам не приехал и не забрал документы, размышлял Матвей, направляясь к калитке. Ведь это дело никак не стоит тех денег, которые он мне заплатил. А может, дело не в акциях? Неожиданно возникшая мысль заставила замедлить шаг. Что, если это всего лишь часть хитроумной игры? Он пошел быстрее. Нет, Лопатин не способен на многоходовые комбинации. Да и где здесь может быть подвох? Своего работодателя он боится и обожает. Деньги крутятся немалые. Зачем искать провинциалу приключения? В Конго с электронной почтой, как и с сотовой связью, были еще большие проблемы. Доступ в интернет имелся лишь в крупных городах, да и то не везде. В основном это ограничивалось гостиницами, в которых были оборудованы интернет-кафе, да районами для богатых и так называемой местной элиты.
Поэтому Сергей был удивлен, когда полная негритянка, стоявшая за ресепшн, развела руками и на плохом английском сказала, что уже весь день этой услуги в гостинице нет. Да что это за напасть такая? Лебедев толкнул двери и вышел на улицу. После ливня стояла страшная духота. Горячий и влажный воздух при вдохе вызывал тошноту. «Что будем делать?» – заволновался Изотов. Сергей оглядел площадь, по периметру которой между куч мусора росли пальмы, и развел руками. «Нужно обязательно связаться с этим козлом, Зыбиным». «Откуда?» – нахмурился Изотов. Пойдем в бар. Сергей показал взглядом в сторону выезда из аэропорта. Ты уверен? Изотов с опаской оглянулся по сторонам. «Здесь район спокойный», – заверил его Сергей и спустился по ступенькам вниз. Они миновали контрольно-пропускной пункт, на котором скучала чернокожая женщина в форме солдата местной регулярной армии, и вышли на улицу из кирпичных домов. Здесь, за забором, вовсю кипела жизнь. Машин почти видно не было. По дороге носились мотоциклы и велосипеды. По песчаным тротуарам куда-то спешили люди. Каждый второй был в военной форме и с оружием. Тут же от бетонного ограждения к ним наперерез кинулись менялы. Они наперебой стали предлагать свои услуги, совать под нос картонки, на которых был выведен курс конголезийского франка к доллару. Солнце уже опустилось к самому горизонту, и надо было торопиться. Сергей с трудом протиснулся через толпу, увлекая за собой Изотова. Он знал, стоит остановиться, и уже отвязаться от менял будет проблематично. «Нам сюда». Сергей повернул направо. Они миновали бронетранспортер ООН. В Мбуже-Мае Сергей был не один раз, но лишь однажды выходил за охраняемую территорию. Просто так прогулялся по улицам, расположенным в непосредственной близости от аэропорта. Познакомился с двумя французскими летчиками, которые завели его попить пиво в одно из местных кафе. Тогда он обратил внимание на небольшое помещение по соседству, где стояли допотопные компьютеры. Ты здесь раньше был? — спросил Изотов, когда он свернул под установленную над входом в заведение пеструю арку. «Очень давно», — ответил Сергей и шагнул через порог. О нет! Изотов не ожидал, что он остановится, и по инерции налетел на Лебедева. «Закрыто», — выдохнул Сергей и зло выругался. Что желаете? — спросил на плохом французском невысокий худой конголезец в синей рубахе и серых, рваных на колени бриджах. Интернет. Сергей показал на двери пальцем. Но покачал головой конголезец. Да что это такое? Расстроился Сергей и повернулся кругом, едва не столкнувшись с хрупкой белой женщиной в шляпе и темных очках. Ой! Она прижала ладонь левой руки к груди. Правой обхватила сумку с ноутбуком, которая болталась на перекинутом через плечо ремне. «Извините», — на французском сказал он. «Ничего страшного», — ошарашила чистым русским незнакомка. «Я сама виновата». Задумалась. «Странно слышать в этих краях родную речь из уст представительницы прекрасного пола», — оторопело произнес Сергей. «Вы не первый, кто мне об этом говорит», — улыбнулась женщина, снимая очки. Что вы здесь делаете? «Я работаю в одной немецкой гуманитарной организации». Женщина посторонилась, пропуская грузного негра. «Меня зовут Диана Павлова». «Странно», — подал голос Изотов. А почему в немецкой? «Понятно, что вас обескуражило», — улыбнулась женщина. «На самом деле я гражданка Германии. 10 лет назад уехала туда с мужем, как говорится, на ПМЖ. Меня зовут Петр», — представился Изотов. «Я Сергей», — назвал свое имя Лебедев. Диана сняла очки и посмотрела на Сергея большими карими глазами. Вы в кафе? «Нет». Сергей развернулся и показал на двери. «Здесь раньше было что-то вроде интернет-клуба. Он и сейчас есть». Женщина снова надела очки. «Просто второй день не работает». А что вы хотели? «Надо отправить на родину письмо. Если хотите, могу дать возможность воспользоваться моим ноутбуком». Правда? Обрадовался Сергей. Буду очень признателен. Тогда пойдемте». Она показала взглядом на вход в бар. «Я шла выпить пиво. Заодно решим и вашу проблему». Они прошли в кафе с бетонными серыми стенами. Сергей подошел к пластиковому столику и выдвинул за спинку один из стульев. Диана села, провела пальчиками по столу, поморщилась, достала из кармана сумки платок, вытерла руку. «Вы не боитесь носить с собой ноутбук?» — спросил Сергей. «Боюсь», — призналась женщина. «И не ношу, просто сейчас так получилось». Чем вы здесь занимаетесь? «Здесь ничем». Диана сняла шляпу и положила ее на край стола. Поправила коротко стриженные каштановые волосы. «Я лечу в Кисангане». Одна? Удивился Сергей. «Нет». Она цокнула языком, расстегивая кейс. «Настрой и проводник. Двое коллег улетели вчера. У нас были здесь дела. Значит, завтра в Кисангане», — уточнил Сергей, неожиданно решив предложить ей лететь с ними. «А на чем, не знаю», — проговорила Диана и положила перед Лебедевым ноутбук. «Благодарю». Сергей открыл крышку. «Надо тоже будет приобрести». Он надавил на кнопку включения.
Код доступа 3 единицы двойка, сказала Диана. Мы, кстати, завтра как раз летим в Кисангани. Словно в поисках одобрения своих действий, Сергей посмотрел на Изотова. Вот, возьмите. Диана сняла с шеи миниатюрный модем. Как пользоваться знаете? Разберусь, заверил он ее. Сергей быстро вошел в свою почту, однако, когда на экране появилась адресная строка, задумался. А что он собирается сказать Зыбину? К столику подошел парень в синей рубашке и в штанах наподобие шаровар. На ногах официанта были надеты пляжные тапки. «Что вы будете заказывать?» – спросил официант. «Пиво». Диана пожала плечами. Сергей поймал себя на мысли, что не знает, как сказать это на французском. Женщина тут же пришла на помощь. Она с минуту бойко говорила с парнем, после чего он ретировался. «Вы давно здесь?» – спросил ее Изотов. «Вообще недавно, но приходится ездить часто», – ответила Павлова. «Вы хорошо освоились здесь», – похвалил Изотов. Диана улыбнулась, но ответить не успела. Официант принес 3 стакана и столько же бутылок местного пива под названием «Турбо Кинг». Поставив их на стол, он положил рядом картонную тарелочку с солеными орешками и застыл в ожидании оплаты. Изотов протянул ему через стол $10. Это было гораздо больше стоимости заказа. Однако, не отдав сдачи, парень ретировался. «Вам надо было заранее разменять деньги», наблюдая за тем, как Сергей разливает пиво, заметила молодая женщина. «Значит, вы летите в Кисангани», вернулась она к началу разговора и взяла стакан. «Могу ли я рассчитывать на вас?» «Конечно», обрадовался Сергей. За разговором незаметно пролетело время. Солнце зашло, городок погрузился во мрак. «Мне пора», неожиданно спохватилась Диана и стала торопливо собираться. Они вышли из кафе и побрели в направлении КПП. Фонарей почти не было. Однако полная луна освещала улицы. Впереди раздались ритмичные звуки ударов барабан и пения. Сергей разглядел кружок женщин, хлопающих в ладоши и распевающих какие-то куплеты. Рядом 2 мужчин били в барабан и шумели погремушкой. «Ну что значит до завтра?» – спросила Диана, когда они вошли в фойе. «До завтра», – кивнул Сергей и посмотрел на переминающегося рядом Изотова. «Я пойду, пожалуй», – спохватился тот и направился к лестнице. Оказавшись на улице, Матвей огляделся. Никого. Снова охватила непонятная тревога. Уж очень все легко вышло. Он даже подумал не брать всю обещанную за эту работу сумму. Миновав переулок, Кораблев вышел из-за угла и едва не столкнулся с черноволосой женщиной, тащившей в руках 2 корзины с саженцами.